Teen Spirit Studio и «Орел и Решка» представляют Колю Сергу в роли опытного ведущего морского сезона и Алину Островскую в роли новой ведущей морского сезона. Ничего так, Ариэль. Чего разлегся? Давай идем, камеру пишут, нам пора. Быстрей, быстрей. Дерзкая-то, а? Гоняют старика. Встречайте продолжение самого морского сезона «Орла и Решки». Еще больше приключений. Еще больше экстрима. Еще больше удивительных открытий. И как обычно, кто будет весь уикенд пускать деньги на ветер, купаться в роскоши и рассекать водную гладь на роскошных яхтах? А кто 2 дня плыть против течения, стараясь выжить на $100, решит «Орел или Решка». Всем привет, это «Орел и Решка». И нас наконец-то выбросило на берег Пулы в Хорватии. Я сейчас только тебе расскажу о нем. Наш коллега Марко Поло из здешних мест. Тут красивенные просто старинные города. А еще амфитеатр, рестораны вкуснейшие. Блин, Коля. Стоп. Дело в том, что у нас не радиопередача, а телевизионная, поэтому здесь нужно не рассказывать, а показывать. Вот я, например, тебе покажу, как выглядит орел. Решка. Оп. Слушай, а этот наш коллега Марко Поло, он с какого канала? Давай, открывай вообще. Смотри, ну вот так вот выглядит орел. Ну да. Мужик сказал, мужик показал. Мужик надел рюкзак, мужик пошел бродить по городу. Настоящий мужик. На улице не пропадет. Пула – это древний хорватский городок. Он замер на берегу Адриатического моря. А его теплые воды так и манят в них окунуться. Как обычно, свое путешествие я начну с покупки местной валюты. Who's the last? Окей. Подождем. Мне спешить некуда, у меня деньги не горят. Can I change 100? В Хорватии ходят сразу 2 валюты. Евро и местные куны. 530 местных денег. Слушайте, гуляем. Теперь осталось понять, как подешевле добраться до центра. Шаттл-бас до города, трансфер, 4 евро. Это 30 местных денег. Now it's no shuttle bus because no more flights. No shuttle bus? Because it's Why? a few hours flights. Автобусы работают только тогда, когда есть рейсы. Все, теперь мне нужно ждать следующего рейса, он будет только вечером. Okay, and what I can do, because I need... Drive with taxi, it's almost the same I price, think 20 it- or more. Такси, так такси. Аэропорт и город разделяют 15 минут езды на машине. Поэтому цена на такси небольшая. This one? Yeah, very good. BMW? Okay, thank you very much. 5 евро, you sure? Слушайте, если у меня за 5 евро такая тачка, я не представляю, на чем Алина будет до города добираться. И пусть какая-то 3-комнатная квартира на колесах. BMW. 5 евро. Гулять-то гулять. Этот уикенд меня будет катать красивенький новый Ягуар. И сейчас мы его найдем. Я знаю, что он белого цвета.
но пока не вижу. Боже, это красавица! Привет! Ну что, поехали кататься? Кроме благородного белого цвета, моя машинка может похвастаться 2-литровым турбодизельным движком, 180 лошадиными силами и разгоном до 100 за 8 секунд. Правда, в салоне меня ждал неприятный сюрприз. Стоп. 3 педали? Вы серьезно? Механика? Я 10 лет не водила механику. Ёперный театр. Ну, давайте. Фух. Ну что, попробуем. Сначала сцепление. Выжимаем до конца. Поехали. Ауч. Так, ну что, малыш, первая передача. Поехали. О, все хорошо. Что мы знаем о Хорватии? Белый дом был построен из мрамора, который привезли с острова Брача. В Хорватии была изобретена механическая ручка. Хорватия является родиной известного путешественника Марко Поло. Так утверждают хорватские исследователи и Алина. Самый большой в мире гриб-трюфель весом 1,3 килограмма был урожден в Хорватии. Это была рубрика «Все, что мы знаем о Хорватии». Но самое главное, Хорватия находится на побережье Адриатического моря, одного из самых чистых морей в Европе. А мы приехали вот сюда, Пулу, один из популярнейших хорватских курортов. Пула – это небольшой городок, в котором нет новостроек, больших торговых центров и длинных колонн из пробок. А все потому, что за последние 500 лет здесь мало что поменялось. Вообще город основали греки. Но настоящий рассвет здесь начался тогда, когда пришла Римская империя. Именно поэтому город так напоминает Италию. И действительно, почти все достопримечательности города – это памятники античности. Вот, к примеру, Римская триумфальная арка, которая раньше служила входом в город. А вот храм императора Августа, основателя Римской империи. Но главная достопримечательность и сердце города – красивейший античный амфитеатр. Мы точно в Пулу прилетели. Ну, это же Колизей, правильно? Колизей — это Рим. Я не был, конечно, в Риме, но мне казалось, что он там. Хотя, может быть, это просто-напросто посольство Италии здесь так выглядит. Пойду узнаю. В Пуле находится просто рекордное количество высококлассных пляжей. 500. Поэтому почти все побережье города – сплошная курортная зона. Я выбрал пляж Воловина-Бич. Раньше это был самый популярный пляж среди горожан. Потому что здесь залив, и вода всегда тихая, даже когда в море шторм. Правда, есть у пляжа один существенный недостаток. Год назад здесь начали строительство вейкборд-базы. Это настолько возмутило горожан, что они стали протестовать. Власти испугались и приостановили строительство. Правда, сваи так и остались торчать в воде. Но даже несмотря на это досадное обстоятельство, у пляжа осталась куча преимуществ. Вода, температура градусов 27. Прозрачность идеальна. Говорят, в некоторых местах доходит до 60 метров. Но здесь до 60 метров не доходит, но мне все равно все нравится. Плотность отдыхающих на пляже. Еще год назад здесь негде было яблоко упасть, а сейчас практически никого нет. Контингент. Отдыхать здесь в основном местные, туда ближе к скалам молодежь, а здесь семьи. Инфраструктура. Здесь есть кафе,
туалет и дежурит спасатель. По поводу развлечений, вот смотри, есть каяки и водный батут. Песок не очень. Песчинки слишком здоровые. Зато к ногам не прилипают. Вид был бы идеальный, если бы не эти строительные сваи. Вот так вот я их закрываю, оп, все, вид идеальный. Но я же здесь не могу вечно стоять. В общем, ставлю этому пляжу твердую 3 с плюсом. Издавна в «Орле и Решке» есть традиция. Каждый новый ведущий должен пройти боевое крещение, суметь надеть на себя гидрокостюм. Ну что ж, сейчас и я покажу шоу эквилибристики. Итак, для тех, кто никогда не дайвил, объясняю. Гидрокостюм очень сложно надевать. Кажется, что пытаешься влезть в одежду, которая на 2 размера меньше. А все потому, что костюм должен максимально плотно прилегать к телу, чтобы сохранить температуру и защитить организм от переохлаждения. Та-дам! Я выгляжу как женщина-кошка. Класс. Только давит. Но это только первая трудность, которая поджидает дайвера-новичка. Дальше больше. На тебя цепляют тяжелый кислородный баллон и маску, которая стискивает лицо. Так, просто назад откидываюсь, да? Все нормально будет. Окей? Окей. Инструктор пообещал, что под водой мне будет легче. Но не тут-то было. На тебя давят кубометры воды. Экипировка сковывает движение. Но главное, при всем этом нужно еще следить за дыханием и правильно продувать уши, чтобы регулировать давление. Но как за этим уследить, если не можешь даже справиться со снаряжением? Но самое главное – справиться со своими страхами. Голову разрывает миллион тревожных мыслей. А что, если воздух в баллоне закончится? Или потеряешь сознание и не сможешь всплыть? В общем, простите, друзья, но сегодня со своими страхами я так и не справилась. Самое время перекусить. И в Хорватии есть одно отличное блюдо, недорогое и очень сытное. Hello, I want burek. You have burek? With cheese or with meat? I want pieces with cheese and piece with meat. Бурек – это национальное хорватское блюдо. Его едят все. Традиционное. Бурек достался хорватам от османов, которые правили местными землями несколько веков назад. How much? So, altogether is 26. 26. Огромный. Every that I Thank you. Как вкусно пахнет. Бай-бай. Ну что, буду есть. Чего ждать? Остынет бурек. А холодный бурек уже не национальное блюдо. Начну с бурека с мясом. Слоеное тесто, пропитанное маслом, такое, знаете, вот прям вредное-вредное. А внутри фарш, говяжий фарш. Класс, вкусно. Нет,
лучшие приправы к любому блюду, чем голод. Поэтому пока вот эта приправа работает, я попробую сразу второй бурек. Бурек с сыром. Так. То же самое слоеное тесто, а внутри сыр. Сыр напоминает творог или даже брынзу, перетертую брынзу. Всего 26 кун, это около 3 евро. Целая кладезь калорий, еще и вкусно. Для тех, кто не готов к серьезному дайвингу, есть вариант попроще. Погружение без акваланга. Итак, в чем смысл? На тебя надевают вот такую маску и крепят длинную трубку, которая подает кислород при помощи специального компрессора. Происходит это прямо с берега, так что тащить под воду тяжеленную экипировку здесь не нужно. Под водой чувствуешь себя космонавтом, который попал на неизведанную планету. А что? Очень похоже. На голове скафандр. Передвигаешься словно в невесомости, а вокруг неземные пейзажи. А еще прикольно, что повсюду снуют мириады рыб, которых можно покормить хлебом. Здорово, ярко и, самое главное, совершенно не страшно. Ребята, лайфхак. Как прожить в историческом центре города всего за 20 баксов? Хостел Антик. Запомнили? Хостел Антик. Hello. I want to rent a room in your hostel. You don't have the reservation? No, I don't have the reservation. Итак, посмотрим, что же из себя представляет этот хостел. Кухонька. Хорошо. И никого нет. Холодильники. Это джекпот. Когда в хостеле на кухне никого нет, а холодильники забиты, это джекпот. Ну и, собственно, сам номер. На 8 человек. Знаете, я так прогулялся по хостелу, он довольно приличный, хороший ремонт, все чистенько, аккуратненько. Никаким антиком здесь не пахнет. Ну, правда, людей нет. Ну, мне-то это на руку. За 20 баксов буду жить в практически пустой комнате. Дверь пойду закрою. How many others could take me out? When in a world with only doubt. А я отправилась в один из самых дорогих отелей региона – Мини-Гетти. Это россыпь из нескольких десятков уютных вилл, утопающих в зелени виноградных и оливковых рощ. И на этот уикенд я арендую себе одну из них за 1100 евро в сутки. Come with me, run with me now. Whoa. Thank you. You're welcome. Ух ты! Красиво! Ой, класс, живые цветочки. Добро пожаловать, Алина. Интерьер моего лакшери жилища выполнен в духе итальянского Средиземноморья. Пастельные тона, мебель из светлого дерева с жемчужной обивкой. Ой, смотри, там как свечи. Видишь? Ну что, Алина Островская, как вам?
Вы знаете, мне очень даже ничего. Так прям золотишком отдает. На первом этаже разместились столовая и гостиная. А на втором две уютные спальни. О, ух ты, какая красивая! Сейчас. Это лишнее. Вот так вот. О, это самое настоящее облако. Можно ее упаковать и с собой забрать, пожалуйста. Я хочу ее с собой. Вечером на выходных все туристы и местные собираются у городского амфитеатра, чтобы посмотреть на гладиаторские бои. Это какой-то аншлаг. Все хотят хлеба и зрелищ. Ну, хлеба не обещают, но зрелища будут. Во времена римлян вход в амфитеатр был бесплатный, а сейчас обойдется мне в 10 евро. Дороговато, но даже бюджетный турист может себе позволить. Гладиаторские бои проводят так же, как несколько веков назад. Действие начинается с появления правителя и его семьи, которые под чествование публики помпезно восседают на свои троны. Открывают бои драки рабов. Место поверженного воина тут же занимают следующие. Как правило, у них есть одно оружие на двоих, которым должен овладеть соперник. Выживает в такой бойне лишь один, самый стойкий и сильный. Я думал, это будет какая-то постановка для туристов, где показательные размахивания мечом. О, схватили за сердце, упали, я умираю, поцелуй меня, живи меня. Нет, оказалось не так, здесь все круто, все на самом деле. Дальше на сцену выходят военнопленные гладиаторы. Перед началом поединка они салютуют правителю знаменитой фразой: «Идущие на смерть приветствуют тебя». Завершается эта мясорубка драками самых крутых гладиаторов. Зачастую они были свободными людьми, которые приходили на арену для того, чтобы заработать славу и золото. Да, сегодня здесь нет рек крови и умерших. Мечи из стальных превратились в деревянные, а самое страшное, что грозит современным гладиаторам — синяки. Не поменялось только одно. Как и много веков назад, гладиаторские бои все так же приводят публику в восторг, которая до сих пор жаждет хлеба и зрелищ. Недалеко от Пула есть городок Ровинь. И я сейчас вам покажу бесподобное место, где можно проводить закат. Я приехала в ресторан на скале под названием «Валентина». Это культовое место среди мажорных туристов и влюбленных парочек. Тут, очень мило. Прям по шкале мимимишности мы добрались к 10. Все потому, что здесь просто чертовски красиво и романтично. А еще это идеальное место, чтобы провести закат и насладиться видами Адриатического моря. Если честно, даже если вы придете сюда в одиночестве, здесь очень можно здорово провести время. А с золотой картой еще лучше. Но обойдется эта атмосферка недешево. Один коктейль здесь стоит порядка 50 евро. Для меня это, конечно, пустяки. Хотя по местным меркам ценник высоковат.
Мне очень хочется, чтобы у каждого была возможность приехать в это особенное место со своей любовью. Поэтому загадываю желание, чтобы так и случилось. Друзья, спокойной ночи. Тима, встань с меня, пожалуйста. У тебя есть своя кровать, иди ляг там. Все, вставай. Нам надо вставать. Фух, спасибо. Спокойной ночи. Не видел, тапочки здесь есть? Так, это что такое? Это ты сделал? Ты серьезно? Ты думаешь, я в ванну хочу сейчас? Я в воду больше не полезу вообще в ближайшие дни. Романтик, посмотрите на него. Спокойной ночи. Второй день я решил покинуть Пулу, чтобы посмотреть на самую известную достопримечательность региона – городок Хум. Он считается самым маленьким городом в мире. Тарахтеть 90 километров в душном автобусе напряжно. Но поговаривают, что в Хорватии дружелюбно относятся к автостопщикам. Сейчас это и проверю. Не все бэхи хорошие в этом городе, видите? Один оказался безразличен. Вот я не понимаю, ну, вот если бы я проезжал мимо, увидел бы, кто-то стоит так, я бы обязательно остановился, вышел бы, сделал бы вот так, потому что нельзя забывать детские традиции. Ну, вот так и объединились бы. Клюнул. Оп. Hello. Can you take me with you? Окей. Thank you very much. Слушайте, мир не без добрых людей. 15 минут и готово. Машина найдена. Одно из развлечений богачей – это охота. Но на моей охоте сегодня не пострадает никто. А все потому, что охотиться я буду на один из самых дорогих деликатесов в мире – трюфель. Только представьте себе, цена за 1 килограмм этих грибов может достигать 8000 евро. Лучшее место для поиска трюфелей в Хорватии – Мотовунский лес. Именно здесь в 1999 году был найден самый большой трюфель в мире весом в 1,3 килограмма. Hello! Алина. Ивита. Знакомьтесь, Ивито и его нюхастые помощницы Сара и Лола. Привет, хорошие! Ты настоящая ищейка, да? Ты найдешь мне трюфель. Чтобы найти редкий гриб, сперва нужно настроить собак на работу. Для этого им дают понюхать трюфель. Они любят трюфель, посмотри. Затем ищейки берут след и вперед на поиски. Трюфели растут под землей в корнях деревьев. Задача собак – отыскать заветную норку с трюфелем. Пару минут беготни по лесу. Вон, нашла! Смотрите, нашла там! В такой момент ищейку нужно остановить и взять дело в свои руки.
чтобы не повредить хрупкий плод. Вот это он уже лежит, да? Какая ты умничка, так быстро нашла. Вот он, смотри, класс. Такой запах вкусный. Внешне трюфель похож на небольшую, чуть скукоженную картофелину с резким ореховым запахом. В общем, после того, как нашли мы трюфель в яме, надо обязательно ее закопать назад, потому что в этом же месте может образоваться новый гриб. Поэтому мы очень правильные охотники за трюфелями. На 1,5 килограмма я, конечно, не насобирала, но парочку найти удалось. Думаю, для первого раза неплохо. Thank you very much. Bye. Водитель высадил меня на полпути к городку Хум. Ты как здесь оказался? Ты же на заднем сиденье ехал. Ладно, пошли. Так что я оказался возле Лимского канала, где находится одна из популярнейших в Хорватии устричных ферм. Классно. Заодно и позавтракаю. Hello. Excuse me. Can I go with you? Владельца фермы зовут Эмиль. Только представьте, все это Эмиль построил сам, черпая информацию из роликов в интернете. I dream it. I look at every year on YouTube, but it was too expensive to the start. So, you want to taste some oyster? Yeah. Thanks. Наконец-то наступил этот момент. We have oyster 2.5 year old. 2,5 года They им. are 20 euros for sale. But young oyster are sweeter from the old. Yeah? You know that? No, I didn't know. But now I know. Фух, доброе утро. Very tasty and very sweet. Удивительно, но хорватские устрицы считаются самыми вкусными в мире. Да простят меня французы. А дело вот в чем. Сюда приходит много речной воды, много маленьких рек, которые впадают. При этом соленость канала 36 промилле, получается, что соленая вода уходит вниз, и она теплая. А вот эта вот свежая и сладковатая, как он говорит, она на поверхности. Поэтому слой 1,5 метра этой пресной воды, и ты, когда плаваешь, здесь тебе холодно, а внизу тепло. Именно благодаря этому местные устрицы имеют такой необычный вкус. Но здесь они имеют какой-то особый сладковатый оттенок. То есть они соленые и очень сладкие. Вкусные, вкуснейшие устрицы. Thank you very much. Завтрак, конечно, был очень вкусным, но я не наелся. Трюфели нашла. Самое время их попробовать. Для этого я приехала в ресторан под названием «Зиганте». У заведения сразу 2 фишки. Первая – звезда авторитетного ресторанного гида «Мишлен». И вторая – Так, ну, мне повезло, я попробую не только трюфели, а еще они будут сделаны как традиционные хорватские блюда. Поэтому 2 в 1. О, наконец-то! Ой, ничего себе! It's local food? Yes, all is local ingredients. Слушайте, такие традиционные блюда, как молекулярная кухня. Итак, блюдо первое. Истрийские минестроны. Состоит из фасоли, картофеля, ломтиков трюфеля и кукурузной каши. Ну что, пробуем первое блюдо, которое похоже на инопланетяшек. Оно так выглядит очень космически. Похоже на сырое яйцо, которое лопнуло во рту, но яркого выраженного вкуса никакого нет, если честно. Может, со вторым будет что-то получше? Второе блюдо. Вырезка молочного поросенка с зеленью и трюфельным соусом. Мясо
Не сухое, но абсолютно не жирное. Очень нежное. Такой прям софтли. С трюфелем так пикантно достаточно. Такие тоненькие слайсы трюфеля, как будто бы крылья бабочки. Необычный вкус, но мне что-то с трудом верится, что у каждой хорватской хозяйки такое есть на кухне. Теперь попробуем самое сытное блюдо из 3. Тушеное мясо цыпленка. Подается вместе с сушеной куриной кожицей и трюфельной стружкой. Я, наверное, не гурман. Тут такое сходство, знаете, как наш ленивый вареник. Только наш ленивый вареник, он сладкий. Это такой безвкусный, с добавлением трюфеля. И, наконец, десерт. Мороженое с трюфельной начинкой. Вот это вот вкусно очень. Прям. Победитель батла из 3 блюд оказалось мороженое. Ой, прям сильно вкусно. Я еще бы съела. За автостопить тачку до самого города у меня снова не получилось. Thank you. Bye, have a nice day. Так что придется еще немного пройтись пешком. Хум – самый маленький город на планете. По крайней мере, так написано в книге рекордов Гиннесса. Это 1,5 десятка домов и 2 улицы. Раньше Хум был крепостью, но в XI веке ей присвоили статус города. В городе есть магазин, церковь и кладбище. А живет здесь 28 человек, 23 взрослых и 5 детей. So you one of 28 citizens? Can we speak with you, please? Yeah. If it's possible, we come inside. Hello. So, Nikolai? Alexander, nice to meet you. I want to ask you about the city. So you was born here? So you was born here in the city, or somebody take your mother to another place? Another place. So it's not. You don't have the place where children can birth, yeah, inside the city. No. In hospital in the game. Хумчане живут за счет выращивания промышленной конопли и винограда, а также туристов, которые за въезд в город платят 2 евро. По словам Александра, в Хуме нет своей полиции, врачей или коммунальных служб. Ближайшие находятся в 40 километрах от города, но местные прекрасно обходятся и без них. Слушайте, получается, что это не только самый маленький город в мире, но и самый безопасный город в мире. Okay, thank you very much. Yeah, I have a lot of information from you. Thank you. Thank you. Bye, bye, bye. Слушайте, ну, снаружи все выглядит таким старым, древним, ну, я не знаю, средневековым даже, а внутри довольно современный интерьер, телевизор, все как в лучших семьях. У каждого города должен быть мэр. Есть он и в Хуме. По древней традиции мэра выбирают 11 городских старейшин при помощи засечек на деревянном жезле. Каждая засечка означает один голос. То есть вот так вот с одной стороны засекают одного мэра, а с другой второго. Посмотрите, за одного мэра проголосовало 1, 2, 3, 4, 5, а за второго 1, 2, 3, 4, 5, 6. Как драматично, а? Буквально с отрывом в один голос. Как серия пенальти. Очень прикольная система выборов. Как вы поняли, с подсчетом голосов здесь проблем нет. Но самое интересное — отношение местных, которые называют этот процесс выборами дурака на год. А все потому, что мэр в Хуме уже давным-давно ничего не решает. И должность его носит чисто номинальный характер. Знаете, в чем прелесть этого места?
Потому что, несмотря на обилие туристов, сложно назвать это туристической меккой. Здесь есть жизнь. Люди, те 28 человек, которые здесь живут, они здесь живут. Они не работают в магазинах, работают приезжие. И вот в этом есть какое-то волшебство. То есть ты попадаешь как будто бы куда-то, где ты наблюдаешь из-за стекла за настоящей жизнью, а не за театральным представлением. Поэтому я бы на вашем месте приехал бы. А на своем и так приехал. Пула очень разнообразная. Я здесь испытала массу эмоций. И мне бы очень хотелось, чтобы вы тоже порадовались в этом месте. Поэтому оставляю вам клад. Потратьте эти $100 в удовольствие. Чтобы найти хорватский клад от Орла и Решки, отправляйтесь в городок Воднин, что в 10 километрах от Пулы. Там есть парк с древними каменными строениями – кажунами. Возле одного из таких и спрятана наша бутылка. Пула, словно хитрая девчонка, которая подсмотрела все самое лучшее у ближайших соседей. Это же Колизей, правильно? Лазурные берега в Греции. Устричные фермы во Франции. И трюфельные леса в Италии. Вот он, смотри, класс! Но разве можно винить ее за хороший вкус? Гулять так гулять. Ёперный театр. Песчинки слишком здоровые. Зато к ногам не прилипают. Я выгляжу как женщина-кошка. Это джекпот. Я еще бы съела. Вкусно. Тут, ну, очень мило. Прям по шкале мимимишности мы добрались к 10. Нравится Коля, этот город? привет. Привет, Али. Ай, ты мне на ногу наступил. Прости, пожалуйста. Ничего страшного. Но зато я к тебе не с пустыми руками. У меня в руках сейчас деликатес стоимостью, как весь твой бюджет. Трюфели? Да. Офигеть. Как прикольно. Ты знаешь, несмотря на то, что мне выдалась сложная сторона монеты, ты знаешь, я ни капли об этом не пожалел. Потому что я и устриц поел, и покатался, и покатался на автомобиле бизнес-класса, не на одном, а на 2 автомобилях бизнес-класса, и даже сидел практически в вип-ложе на боях гладиаторов. Как? Объясни мне, это Одесская опыт жилка. или что? Я потратилась много, но удовольствия практически не получила, потому что дайвинг был ужасным. Просто меня как кошку в воду опустили. Про машину вообще молчу. Просто, вот услышь, механическая коробка передач. А? Ай, вообще не слушает меня, он не слушает меня. Я понял, что тебе не понравилось. Слушай, ну просто золотая карта не твое. Нет, это мы Мы еще решим не этот выяснили. вопрос. Это Надо ты только что объяснила. попробовать. Друзья, до новых встреч. Эй, Все, следующее. ты должен мне объяснить Я покажу вам, как моменты на золотую всякие карту отдыхать. разные. Как Каким? правильно с ней... Ну, может быть, знаешь, может, я не там трачу, может быть, не думаю. Ты не там тратишь, тебе надо тратить по городу ходить со $100. Эй, Ну, а за трюфели спасибо. ну, хоть что-то понравилось.